Привет! Меня зовут Лена, и я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП-торт «Ягодная сказка». Я не использую красители, но давно хотела сделать ПП-торт яркого цвета. Когда мне пришла в голову идея этого крема, а после приготовления он оправдал все мои ожидания, моей радости не было предела. Внимательно смотрите это видео, и вы узнаете, как сделать ягодный крем стабильным, ярким и вкусным. А еще в этом торте очень вкусные пропитанные лимонные коржи, яркая ягодная начинка и нежный творожный крем. За счет того, что в торте действительно много клубники, а не красителя, он имеет очень насыщенный ягодный вкус. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях к этому видео, и я постараюсь вам помочь. И спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, у меня будет еще много вкусного и полезного. Начинаем готовить коржи. Нам понадобится 150 грамм овсяной муки. Можно заменить на пшеничную или полбяную, или взять их сочетание. Добавляем 20 грамм подсластителя, 9 грамм соды, 30 грамм сухого обезжиренного молока, 2 грамма соли и 1 грамм ванилина. Размешиваем. Чаще всего я добавляю натуральный экстракт ванили. Это, конечно, бесспорно лучший вариант. Но добавив ванилин, можно получить такой яркий аромат, который в сочетании с лимоном отлично украсит наш ягодный торт. Соединяем 180 грамм йогурта, цедру одного лимона и 10 грамм сока лимона. Добавляем эту смесь к яйцам и тщательно размешиваем. Сюда же всыпаем сухие ингредиенты. Размешиваем венчиком. И теперь нужно разделить тесто на две равные части. У меня это примерно по 310 грамм на корж. В одну часть добавляем 12 грамм какао. Просейте через сито, если у вас в какао присутствуют комочки. Тщательно размешиваем. В моих плейлистах торты с шоколадными коржами и торты с белыми коржами вы можете найти любые коржи на свой вкус. Как более пышные, так и максимально влажные и сочные. Главное в этом тортике это лимонная цедра в коржах. Она очень вкусно сочетается с ягодным кремом. Выпекать будем в двух формах диаметром 16 см. Дно форм смазываем кокосовым маслом. Выкладываем тесто и отправляем запекаться в духовку при температуре 175 градусов Цельсия около 40 минут. Вот такие коржи у нас получились. Вынимаем их из форм, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник до сборки торта. Теперь можно заняться клубникой. Здесь нам подойдет любая ягода или их сочетание. Можно взять свежие или замороженные. Если вы выбираете сочетание ягод, то учитывайте, что цвет торта будет зависеть от смешения цветов ваших ягод. Итак, у меня 600 грамм размороженной клубники. Измельчаем блендером в пюре. Для однородности цвета пюре желательно перетереть через сито. В случае с клубникой это в принципе не обязательный этап. Мелкие частички ягод и косточки даже придадут нашему торту натуральный вид. А вот малину и ягоды, у которых плохо измельчаются шкурки, обязательно пропустите через сито. Получается 440 грамм чистого ягодного пюре. Увариваем его до веса 390 грамм. Для более яркого цвета я добавляю свекольный сок. Нарезанную кусочками свеклу я отварила в небольшом количестве воды, около получаса. Главное достичь насыщенного цвета. Потом я весь этот сок заморозила порциями в пакете для льда. Это очень удобно, я достаю в нужный момент нужное количество. Здесь у нас 50 грамм сока и добавляем к нему 36 грамм крахмала. Тщательно перемешиваем. Вливаем эту смесь в горячее ягодное пюре.
И увариваем 3-5 минут до такого вот хорошего загустения. Здесь нам очень важна консистенция, поскольку это пюре будет использоваться в крем на покрытие, который должен хорошо держать форму. В горячем виде консистенция получается вот такой. В холодильнике масса, конечно, застынет и станет еще существенно гуще. И отдельно нам нужно измельчить творог. Выбирайте тот творог, который вам нравится по вкусу. При этом в нем не должно быть никакой жидкости. А также хорошо, если крупинки в нем будут мягкие, а не резиновые, чтобы крем получился максимально однородный. Здесь 460 грамм творога. Измельчаем его до получения кремообразной массы. Вот такая масса должна получиться. Крем хорошо держится на лопатке. Что еще важно знать о творожном креме? Если творог измельчать слишком долго, то он станет чересчур жидким и не будет держать форму. 300 грамм творожной массы отделяем для розового крема на покрытие. Добавляем 16 грамм подсластителя и 80 грамм уже остывшего ягодного пюре. Тщательно перемешиваем. В этом креме можно в качестве подсластителя использовать натуральный сироп. Для этого нужно часть ягод на начальном этапе заменить сиропом. Вот такой красивый нежно-розовый цвет у нас получается. Крем пока не очень хорошо держит форму. Чтобы это исправить, перекладываем его в кондитерский мешок и отправляем в холодильник как минимум на 3 часа. Теперь приготовим ягодную начинку. Для этого к 200 граммам пюре добавляем 4 грамма желатина, растворенного в 24 граммах воды. Тщательно размешиваем. И, конечно, немного подсластителя. Здесь я добавила 6 грамм. В такой пропорции начинка получается с кислинкой. Выкладываем начинку в подготовленную форму. У меня это все тоже кольцо диаметром 16 см, снизу проложенное пищевой пленкой. Чем хороша такая начинка, частично приготовленная на крахмале, она уже довольно густая, поэтому сейчас можно придать ей необычную форму. Чтобы разрез был интереснее, я лопаткой делаю борозды по кругу. Укрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник до застывания. Теперь займемся белым творожным кремом. Для этого в оставшуюся творожную массу добавляем 100 грамм рикотты, 15 грамм сухого обезжиренного молока и 12 грамм подсластителя. Измельчаем в единую массу. Вот такой нежный крем у нас получился. Перекладываем его в кондитерский мешок. Подготовим коржи к сборке. Для этого большим ножом срезаем с них шапочки. Эти коржи сами по себе довольно сочные, поэтому пропитки требуют минимальное количество. После полного застывания начинки можно приступать к сборке торта. Очень легко начинка вынимается из формы. Вот такая красота. Итак, начинаем сборку с шоколадного коржа. Пропитываем смесью сиропа топинамбура и воды. На корж уходит 15 грамм пропитки. Говорю точные граммы, так как здесь нельзя переборщить. Творожный крем очень легко размягчить лишней влагой, и тогда он просто начнет стекать с торта. Наносим немного белого крема на корж, распределяем лопаткой. Выкладываем начинку и сверху укрываем еще слоем творожного крема. Распределяем. Выкладываем второй корж, утрамбовываем и этот корж также пропитываем 15 граммами пропитки. Оставшийся творожный крем выкладываем на поверхность коржа и распределяем. Здесь он выступает у нас как черновое покрытие. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов. Не пропускайте этот важный этап. Дайте торту пропитаться. Если торт сразу вынуть из формы и начать покрывать, творожный крем будет вытекать и торт потеряет форму. По прошествии времени снимаем кольцо и ацетатную ленту. И покрываем торт розовым кремом. Я, как обычно, покрываю из кондитерского мешка
по спирали, начиная с нижнего слоя и до верха. И также наношу верхний слой. Мне больше всего нравится именно такой способ нанесения крема на покрытие, потому что в этом варианте к моменту выравнивания крем уже лежит довольно ровным слоем, его остается только разгладить. Также при таком способе торт не требует чернового покрытия, крошки не проступают на поверхность. В несколько этапов выравниваем бока и верхушку торта, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Вот такой тортик у нас получается. Украсить его можно любым способом, а я вам покажу сегодня, как сделать розочки из крема. Для этого на слой пищевой пленки наносим полосами оставшийся розовый крем и яркий ягодный крем, который мы отложили заранее. Сворачиваем крем вот в такую колбаску. В кондитерский мешок вставляем насадку и туда же вкладываем колбаску из крема. Все, можно украшать торт. Вот такие симпатичные розочки у нас получаются. И я еще посыплю их сублимированной клубникой. Очень нежный розовый тортик. Давайте его разрежем. Очень вкусные, сочные лимонные коржи, мягкая ягодная начинка, нежный творожный крем и потрясающий розовый цвет. Это очень вкусно! Спасибо за просмотр! Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. У меня будет еще много вкусного и полезного. Пока!